Катастрофа американского речного парома «Джордж Принц». Крушение произошло на реке Миссисипи в округе Сент-Чарльз, штат Луизиана, США, утром 20 октября 1976 года. «Джордж Принц» был паромом, принадлежащим и управляемым Департаментом автомобильных дорог Луизианы, первоначально построенным в 1937 году в Слайделе, штат Луизиана. В 1969 году береговая охрана США прекратила осмотр и сертификацию судна по требованию штата Луизиана. Это был бесплатный паром и не перевозил пассажиров по найму, поэтому береговая охрана выполнила просьбу. У парома «Джордж Принц» была длина 37 метров, ширина 10 метров, с полной массой 259 тонн и приводился в движение дизельным двигателем мощностью 670 лошадиных сил. Он был оборудован двумя радиолокационными блоками, хотя в момент аварии был включен только один. Его экипаж состоял из 5 человек, лоцмана, инженера и 3 матросов. У всего экипажа «Джорджа Принца» были обязанности на плаву. Ни одна из этих обязанностей не должна была служить наблюдением. Если бы был назначенный наблюдатель, у наблюдателя не было возможности связаться с пилотом, кроме как с помощью сигналов рукой. Танкер «Фроста», который столкнулся с паромом, построенный в 1961 году в Германии и принадлежавший компании А.С. Людвиг из Бергена, Норвегия. «Фроста» имел длину 202 метра, ширину 27 метров, полную массу 22 850 тонн и приводился в движение паротурбинным двигателем мощностью 16 800 лошадиных сил. 4 октября танкер «Фроста» отправился из Роттердама, Нидерланды, в Батон-Руж, штат Луизиана. Путешествие было без происшествий. У юго-западного перевала реки Миссисипи в ночь на 19 октября танкер «Фроста» взял на борт первого из 3 лоцманов, которые вели его вверх по реке. Управляющим судном во время столкновения был Николас Коломбо, член Ассоциации пилотов пароходов Нового Орлеана и Батон-Руж, и 3-й лоцман на борту корабля, двигавшегося вверх по течению. Коломбо приказал кораблю развить скорость, эквивалентную 12 миль в час вверх по течению, что было его предпочтительной скоростью. Экипаж заказал скорость наполовину впереди, что дало им поступательный импульс 11,4 миль в час. Когда судно было примерно в миле ниже паромной переправы Лулинг-Дистрёхан, лоцман увидел паромную переправу с западного берега на восточный берег реки. Это был МВ Оули Кей Вайлдс, который работал на маршруте вместе с паромом «Джордж Принц». В это время судно находилось на западной стороне канала и проходило мимо 2 судов, пришвартованных к элеваторам на восточном берегу реки. Около 6 часов утра 20 октября 1976 года «Джордж Принц» пришвартовался у пристани на восточном берегу, приняв транспортные средства. Ее команда дежурила всю ночь и должна была уйти с дежурства в 7 часов утра. После загрузки «Джордж Принц» отправился в путь и совершил небольшой пробег вверх по реке, прежде чем повернуть, чтобы пересечь реку. Он не сообщил о своем отправлении ни по радио, ни по звуковому сигналу. При работе в тандеме паромы действовали на виду друг с другом. «Принц Джордж» переправился через реку, не меняя курса и не реагируя на радиопереговоры. По словам выживших, некоторые пассажиры знали о том, что танкер «Фроста» плыл вверх по реке, и у них росло беспокойство по поводу того, что казалось встречным курсом. Хотя это беспокойство было несколько смягчено их верой в то, что паром будет маневрировать, чтобы избежать столкновения судн, тем более что не было никаких признаков опасности со стороны «Джорджа Принца». Когда паром почти закончил свое путешествие через реку, он был поражен около середины левого борта носом танкера «Фросты». Сила столкновения привела форштевень «Фроста» на 2,4 метра в сторону, пронзив «Джордж Принц» по левому борту и толкнув ее вбок вверх по реке. Правый борт «Джорджа Принца» был быстро затоплен, и судно почти сразу перевернулось. После опрокидывания паром попал под корабль, где столкнулись днища судов. Все автомобили были сброшены с палубы, кроме мотоцикла, который запутался в перилах. Одно транспортное средство ненадолго плавало, прежде чем наполнилось водой и затонуло,
остальные сразу затонули. Авария произошла незадолго до рассвета при хорошей видимости. Паромщик не увидел поднявшиеся вверх суда, хотя пассажиры на палубе их видели, и паромщик не смог эффективно использовать свои радиостанции для проверки речного движения. После расследования, проведенного береговой охраной, судья по административным делам приостановил действие лицензии паромного оператора на 3 месяца. Это решение было подтверждено комендантом береговой охраны и Национальным советом по безопасности на транспорте в решении, принятом через 6 дней после трагедии 1976 года. Из-за того, что паромная переправа на восточном берегу была заблокирована кораблями, танкер Фроста не мог видеть никакой активности на пристани до расстояния в четверть мили. Однако в месте столкновения река имеет ширину более полумили. Заметив переправу судна Олика Уайлдса, капитан знал о паромной переправе. Лоцман судна Оли Уайлдса заметил паром, отплывающий от восточного берега и направляющийся вверх по реке. Он дважды вызывал по рации, выжидая достаточное время между передачами для ответа, но так и не получив ответ. Хотя сигнал с 2 звуками не имел никакого значения или значения в соответствии с правилами дорожного движения Западной реки, в то время обычно понималось, что паром уступает дорогу и позволяет кораблю пройти. В момент гудка паром уже повернул в порт, начал пересекать реку и находился менее чем в четверти мили от него. Паром не ответил, и лоцман снова позвонил по рации и повторил двухгудный сигнал корабельного рожка. Паром по-прежнему не ответил и проследовал прямо на пути танкера Фроста. В этот момент лоцман начал непрерывные радиопереговоры и гудки. Он также приказал танкеру Фросте двигаться полностью назад. Однако капитан не пытался развернуть корабль. Он путешествовал по западной стороне канала. Это не оставило ему другого выбора, кроме как повернуть корабль на правый борт, что если бы паром повернулся, означало бы, что корабль повернул к парому. Капитан танкера также боялся столкнуться со строительной площадкой причала моста вверх по реке, сесть на мель или столкнуться с одним из кораблей, пришвартованных к элеватору. Паром находился на постоянном расстоянии менее 150 метров, когда скрылся из поля зрения бригады мостика танкера Фроста. Экипаж почувствовал небольшой толчок, когда корабль столкнулся с паромом. Паром скатился с носа корабля на правый борт, затем перекатился под воду, выйдя на левый борт корабля в 251 метре от берега. Когда паром появился в поле зрения, он почти полностью перевернулся. Был замечен автомобиль, плывущий по реке с включенными фарами, прежде чем он наполнился водой и затонул. Капитан приказал остановить все двигатели, чтобы не подвергать опасности выживших вращающимся винтом. Капитан корабля и пилот вызвали на помощь любое судно в этом районе и уведомили береговую охрану. Корабль маневрировал через строительную площадку и встал на якорь посреди реки более чем в миле вверх по течению, большую часть этого пути двигаясь вперед по инерции. Встав на якорь, Фроста спустила 2 свои спасательные шлюпки в тщетной попытке спасти выживших. Никто из экипажа корабля не видел выживших в воде. В результате столкновения выжили 18 пассажиров. 14 выживших были отброшены и без труда всплыли на поверхность. 3 других ненадолго оказались в ловушке под Джорджем Принси. Последний выживший побежал обратно к своей машине, думая, что в своем грузовике ему будет безопаснее. После столкновения ему удалось выбраться из тонущего автомобиля через окно. Лишь у одного выжившего был спасательный жилет перед входом в воду, но он не успел его надеть. 2 других нашли плавающие в реке спасательные жилеты, которыми они воспользовались в течение короткого времени, но ни у одного из мужчин не было времени должным образом надеть спасательные жилеты. На борту Оли Уайлдс экипаж в рулевой рубке не видел столкновения. Когда они готовились к разгрузке автомобилей, в дверь ворвался инженер и сказал, что пассажир видел, как корабль переехал паром. Капитан парома немедленно приказал своему судну отчалить, разгрузив всего одну из 15 машин. Он связался с лоцманом танкера Фросты и спросил, не затонул ли паром. «Он пошел впереди меня, и я его задавил», — ответил лоцман. Заместитель шерифа округа Сент-Чарльз, который плыл на борту Оли Уайлдс,
воспользовался бортовой радиосвязью, чтобы сообщить о столкновении своему диспетчеру в Ханвилле и запросил помощь. Судно Оли Уайлдс осторожно пересекли реку, чтобы не задавить выживших. Когда паромы соприкоснулись, пассажиры заполнили брешь скамейками из зала ожидания, и 16 выживших, взгромоздившись на перевернутом корпусе, перебрались в безопасное место. Когда судно Оли Уайлдс пересекал реку, палубный матрос и помощник спустили на воду маленькую спасательную лодку, и одного выжившего они вытащили из воды. Все выжившие были доставлены на паромную переправу на западном берегу к ожидаемому прибытию помощи. Все пассажиры были доставлены в больницы и находились там не менее 72 часов. Береговая охрана немедленно уведомила о столкновении по радиовызовам, направила к месту происшествия вертолеты. Один вертолет остановился в аэропорту Лейкфронт, чтобы забрать команду водолазов. 57 тел были обнаружены в затопленных транспортных средствах, извлеченных со дна реки в период с 23 по 27 октября 1976 года. Одно тело было найдено в реке 22 мая 1977 года. Координацию и ответственность за спасение парома Джорджа Принца и его транспортных средств взял на себя директор администрации штата Чарльз Рёмер, отец будущего губернатора Бадди Рёмера. В тот же день баржа с краном прибыла на место происшествия и приготовилась выправить и поднять паром, который к настоящему времени покоился на дне реки недалеко от западного берега, а его корпус едва выступал из воды. На следующее утро начались подъемные работы, которые продолжались до поздней ночи. В 22 часа ровно паром был поднят достаточно, чтобы можно было проводить операции по осушению, и река снова открылась для ограниченного морского движения. Паром был отбуксирован во двор Департамента автомобильных дорог Луизианы в Плакемине, штат Луизиана, для дальнейшего расследования. Ущерб был признан непоправимым, и Джордж Принц больше никогда не плавал. Исследователи использовали погодные условия из международного аэропорта Майсант, расположенного менее чем 11 километров до места столкновения. Условия там были зарегистрированы как ясная четкая предрассветная темнота, без тумана, дымки или других местных условий, ухудшающих видимость. Ветер северо-восточный со скоростью 24 км в час, с порывами до 37 км в час. Как только паром был поднят, сотрудники береговой охраны из Управления морских расследований сели на паром и осмотрели лоцманскую рубку. Один из радаров был выключен, другой был включен. Радио было включено и настроено на 13-й канал, тот самый, который использовал речной лоцман. В рубке был найден фанерный ящик с различными бортовыми журналами и другими документами, а также полупинтовая бутылка виски Сиграм Своу, в которой осталось около дюйма виски. На бутылке не удалось найти отпечатки пальцев, несмотря на усилия лаборатории ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия. Тело лоцмана парома было вскрыто орлеанским доктором Фрэнком Миньярдом. Уровень алкоголя в крови был определен как 0,9%, что чуть меньше официального определения алкогольного опьянения в 1976 году 0,10%. Законы в Луизиане и во всех других штатах изменились с 1976 года. Согласно сегодняшним законам, во всех 50 штатах была бы признана находящейся в состоянии алкогольного опьянения. В отчете Миньярда говорилось, что лоцман Эджидио Аулета был пьян и на момент смерти за штурвалом испытывал серьезное нарушение здоровья. Принц Джордж под командованием Эгидио Аулеты отбыл и почти сразу же повернул, чтобы пересечь реку, потому что течение было медленным, а интенсивность автомобильного движения делала привлекательным пересечение реки как можно быстрее. Перед отплытием лоцман парома Эгидио Аулета не сигнализировал о своем намерении пересечь реку по радио или звуковому сигналу. Если бы он объявил о своем отплытии надлежащим сигналом и сообщил о своем намерении пересечь реку перед танкером Фроста, он совершил бы грубый, но приемлемый переход через реку. Из-за самоуспокоенности, усталости или воздействия алкоголя лоцман парома Аулета не смог обнаружить приближающийся корабль до последних секунд перед столкновением. Когда паром исчез из поля зрения лоцмана танкера Фроста, к
К тому времени столкновение стало неизбежным. Следователи пришли к выводу, что у него было время маневрировать, чтобы уменьшить столкновение, сделав его скользящим ударом. Но прямой импульс и течение вниз по реке сделали столкновение неподвластное человеческим средствам. Основной причиной трагедии стала навигация Джорджа Принца в канал без должного учета или осознания речного движения и риска столкновения. Следователи заявили, что не могут представить себе более яркого примера, доказывающего, что надлежащее наблюдение является первым правилом морского дела. Были доказательства многочисленных нарушений со стороны лоцмана Эджидио Аулеты. Отсутствие звукового сигнала при выходе из дока. Неспособность вести надлежащее наблюдение. Отказ от снижения скорости при необходимости остановки движения задним ходом при приближении к другому судну во избежание риска столкновения. Неспособность сигнализировать о намерениях при переходе. Несоблюдение осторожности при навигации до тех пор, пока не минует опасность столкновения. Небрежное использование судна, создающее опасность для жизни, здоровья людей и имущества. С открытием моста Лулинг-Дёстрахен в октябре 1983 год, всего в миле вверх по течению от паромных причалов, паром прекратил работу. На открытии моста губернатор Дэвид Трин и епископ Стэнли От вспомнили погибших в аварии. Асфальтовые пандусы на вершины дамб все еще существуют, но пришли в упадок.